Приветствуйте, дружище, с тобой как всегда Дельфин, и ты на канале Dolphin Play. А в этой серии, как и обещалось, мы посмотрим сюжеты персонажей, которые у нас набрались. Мы смотрели сюжет всего лишь за личухи, поэтому если тебе это не интересно, то ты можешь пропустить сразу на следующую серию. Сегодня у нас в планах посмотреть за Тхэсика, Чхейн, Чхахейн, Ким Чхоль, Алисия Бланш, Пак Хи Чин, Мэйлин Фишер. Кстати, я ее еще пока что не получил, но сегодня мы это снова с вами исправим. И Со Чиу. Ну, думаю, начнем, наверное, мы с реролла. Возьмем паролем немножко ребят. Я тут чуть-чуть набрал кристальчиков. И давайте, наверное, мы все-таки это сделаем. Вербовочки. Хочу выбить себе одну девчоночку, вот эту, Мэйлин Фишер. Как только она будет достигнута, я хочу выбить все-таки нашего знатока, скажем так, какая у нас непоколебимость или истина. Блин, подруга, тебя как... ты чем? Логика железная. Во. В общем, логическую девчонку. И целая куча здесь. 124, то есть это 12 раз прокрутить сможем. Ну, давай начнем, посмотрим, что же нам тут падает. Посмотрим, сколько нам легендарок сможет выпасть за такое количество прокруток. Поехали. Первая. Так, здесь легендарочки не будет. Оп, секундочку. Так, это значит у нас 124 раза мы можем тут крутнуть. Пожалуй, запишу-ка я результаты, сколько нам выпадет СР и сколько ССР. Так, первая так себе. Поехали сразу вторую. Так, тут они тоже нету легендарки. Тоже получается один кинжальчик. Ну, если вдруг кто не видел, давайте оставлю по один раз одну полную прокрутку, как говорится, посмотрите. В принципе, они все одинаковые, поэтому я их и пропускаю. О, 3 штучки. Давай персонажей и кинжальчик. Так, еще раз. Так, тут тоже легендарок нету. Здесь у нас одна фиолетовая. Повышение вероятности, ну-ка, стоять. Подтвердить. Ну да, уже 67. Сейчас должна быть легендарка, по логике. Да, вот она, приехала. Ну, глянем, что же нам тут вылетело. Что выпало. Рассказывай давай. 2 легендарочки. Замечательно. С сильнейшим оружием. А кто на сильнейшее оружие? Все, понял. Ну, здорово, Чонин. Так, и что у нас будет второе? О, Сочиу, что ли? Нет. Хейн. Ну, здорово, подруга. Давненько не виделись. Так, и одна СР-ка у нас тут была какая-то. Вот, это ты, да? Ну, хорошо. 3 персонажей. Так, еще 7 круток. Поехали. У меня было даже так, что когда она обнулилась, была по нулям. Так, здесь одна, да? У меня выпали прям вот на первой же крутке 2 СР-ки, поэтому, как я понимаю, это чистый рандом. Математика тут вообще не работает. Так, тоже одна. Лук вывалился. А здесь 2. 2 кинжала.
Два кинжальчика. Есть еще 4. Так, тоже нету легендарок. Еще один. Так, тоже без легендарок. Книжечка. И, кстати, часто пользуюсь. Очень часто. Мне она вообще хорошо зашла. Так, еще одна девчушка. И сейчас должна быть легендарка. Да, вот она. Здравствуй. Да, в этот раз одна. А, вот это уже Сатио. Вот, отлично. Вот это вот мне девчушка нравится. Так, готово. Мы, значит, сделали 12 раз по 10. Итого получилось 120 карт было потрачено. Из этих 120 карт у нас выпало 3 легендарки. И... Ой, блин, посчитать бы теперь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 и 14 SR ранг. Ну, в принципе, неплохо на 124 заходика-то. Так, давайте глянем вот это вот. Мэйлин Фишер. Должна же нам тоже вывалиться. Так. Дальше пошли. Вот, я же говорю, уже на 3-й есть легендарочка, и это, скорее всего, будет она. Вообще полный рандом. Кому-то с 1-го раза выпадает, кому-то там с 8-го. Вот она, кошатница с хлыстом. Ну, привет, симпатяга. Добро пожаловать в отряд. Так, тебя мы получили. Вот теперь мне интересно, сведение вероятности, она падает с шансом 0,6%, а ты тоже 0,6%? Да. Дальше меня интересует большое вот эта вот девчушка, чем водная. Я, конечно, понимаю, что это хил, водный тоже хорошо, у меня хилов нету эсеровских. Но вот эта вот подруга, я что-то... Ну, она у меня уже есть, я ее хочу поднять, так что давай крутим ее. Так, нету. Еще разок. Кристаллы есть, кристаллы больше некуда мне тратить. Во всяком случае, я их никуда не трачу, не знаю более полезного места. Так, щиток, еще давай, еще можем 3 раза или 2 раза. Наверное, 3 все-таки сможем. Тоже щиток, 2 раза сможем пока что. Ну, дай мне уже суммонера, вредина ты жадная. Суммонера, суммонера, хочу суммонера, давай мне суммонера. Их, не в этот раз. Ну ладно. Ну вот, как-то так. Получилось 12, 15 раскруток, итого 4 легендарки и где-то порядком 20. Ну, в среднем по прокрутке идет 1 к 1. То есть 1 к 10.
За 10 билетиков одна эсерочка в среднем. И легендарочка как выпадет, как повезет. В принципе, тоже хорошо. Так, а давайте сразу глянем. В прошлой серии мы с вами смотрели истории. А у тебя для истории что надо? 50 уровень, в принципе, можем открыть. Ну, ладно, тогда уж историю вслед... Хотя нет, надо бы историю сейчас прочитать. Давайте-ка, наверное, ее прокачаем до 50-го и посмотрим ее историю. Так, нужен 50 уровень. Хотя что, пускай на максимум вкачивается сразу. Я же ее все равно буду использовать теперь, раз она у нас появилась. Ну что ж, друзья, давайте начнем теперь с вами все-таки с истории в этот раз. И начнем дальше с сюжета. Так, Мэйлин Фишер. Это американка. Ранг, женщина, 22 года. Управление водой, призыв кошки. Особые примечания. Любимая кошка Мэйлин возвращается в роли духа-хранителя. И вот такая вот палочка. Да, палочка это у нас есть уже, кстати. Вот она. Так, что-то я ее не раскачивал. У меня что, всего одна палочка досталась? Да, скорее всего, с квестов, которые выпали. Вот. У тебя даже теперь кошачья палочка с кошачьими игрушками есть. Итак, у нее 6 досье. Досье первое. Белла Фишер. Быть не таким, как окружающие тебя люди, может быть некомфортно, однако это может восприниматься и как настоящее приключение. Когда люди обнаруживают, что сильно отличаются от всех вокруг, они обычно предпочитают этого не показывать. Она тоже была другой. Ее звали Белла Фишер. Задолго до того, как она узнала, что у нее есть другое имя, и она не видела в этом ничего странного. В смысле, Белла и это одна и та же личность, что ли? По мере взросления она постепенно узнавала о себе больше. Она родилась в другой стране и не была родной дочерью своих родителей, однако ее не печалило то, что цвет ее глаз и волос был не таким, как у них. Где бы она ни родилась, она знала, что в Америке у нее есть любящая семья. А это антураж у нее или это ее ушки? Эх, были бы ее ушки, прикольно было бы. В год, когда ей исполнилось 18, родители вручили ей записку. Она была очень старой и выглядела так, словно ее передавали из поколения в поколение. Она аккуратно развернула листок бумаги, на нем был незнакомый символ, имя, написанное на древнем языке далекой страны. Ей понадобилось какое-то время, чтобы выяснить, что было написано на этом листе бумаги. Мэйлин. По всей видимости, это было изначально данное ей имя. Хорошо, а если родители могли прочитать, что она Мэйлин, почему ее Беллой назвали? Интересные родители, приемные. Досье второе. Чужачка. Она много думала об этом незнакомом имени Мэйлин. Мэйлин. Чем чаще она его слышала, тем лучше себя чувствовала. Его звучание напоминало простую, но умиротворяющую мелодию. Некогда незнакомые звуки изменили жизнь Беллы навсегда. Она всегда любила приключения, возможно, это было естественно, с самого детства окружающие смотрели на нее как на иностранку, поэтому в глубине души она всегда казалась себе иноземной путешественницей, странствующей по далеким краям. Она уехала в Китай, чтобы воссоединиться со своими корнями. У нее не было каких-то грандиозных планов отыскать людей, подаривших ей жизнь. Ей просто хотелось путешествовать. Но, увы, даже в Китае она была чужой. Здесь она выглядела как своя, но вскоре ей стало очевидно, что она сильно отличается от окружающих. Новые соседи смотрели на Мэйлин так же, как ее соседи в Америке. Смотрели на Беллу. И несмотря на то, что на нее всю жизнь смотрели как на чужую, теперь это ощущалось по-другому. Эта комната навсегда останется твоей.
Так сказали ей родители при прощании, но Мэйлин знала, что не вернется. Она не намеревалась сдаваться, она твердо решила построить свою жизнь в стране, где родилась. Теперь Мэйлин была взрослой, а это значило, что она должна была сама готовить для себя еду, сама делать уборку дома, сама отвечать за свои слова и действия. Поэтому письма, которые родители писали ей из Америки, оставались нераспечатанными. Мэйлин боялась, что стоит ей проявить минутную слабость, и она снова почувствует себя ребенком. А это так работает? Так она китаянка или кореянка? Досье 3. Новая семья. Однажды поздно вечером она вернулась домой, проведя день за всем тем, чем взрослые вынуждены заниматься, несмотря на то, что совершенно этого не желают. От холодного вечернего воздуха было как-то особенно зябко. Перед дверями своего дома она увидела картонную коробку. Она заметила, что внутри что-то шевелится. Она осторожно приблизилась и заглянула внутрь. Из коробки, свернувшийся клубочком, на нее смотрел маленький котенок. Она крепко задумалась. Она едва сводила концы с концами. Сможет ли она позаботиться и о другом живом существе? Как по команде начался дождь, а ветер еще больше усилился. Котенок испуганно вздрогнул. «Ясно», — подумала Мэйлин, — «значит, это судьба». Она аккуратно взяла коробку в руки и внесла ее в дом. Берри. Это слово само вырвалось у нее, когда она увидела круглые отметины на ушах котенка, и вскоре оно стало его именем. Досье 4. Жизнь на автопилоте. Во, это почти мой каждый день прям. Берри, ну что, заждался меня? Берри, ну что, заждался меня? Пушистый кот мяукнул и потерся лбом о руку Мэйлин. В этот момент накопившаяся за день усталость исчезла в мгновение ока. Некоторое время спустя она тихо сидела с Берри на руках. Внезапно его дыхание сделалось тяжелым и прерывистым. Он выглядел так, словно ему было трудно дышать, а потом он выплюнул что-то темное, и это не был комок шерсти. Мэйлин немедленно отнесла Берри в ближайшую ветеринарную клинику. «Умоляю вас, спасите его, я не могу без него». Она отчаянно надеялась на то, что Берри выздоровеет, но ее желанию не суждено было сбыться. Их пути разошлись куда раньше, чем она рассчитывала. В течение нескольких дней Мэйлин была не в состоянии о чем-либо думать. Это маленькое существо было ее единственным другом в этом незнакомом месте, и она не понимала, что ей делать дальше. Ей на глаза постоянно попадались его разбросанные игрушки, неиспользованный наполнитель для лотка и начатый пакет с кормом. Впервые в жизни она почувствовала полное отчуждение от реальности, потому что для нее время словно остановилось, в то время как весь остальной мир продолжал жить дальше. Именно тогда это и произошло. Мэйлин почувствовала, как какая-то незнакомая сила охватывает все ее тело. Когда она почувствовала эту силу у себя в руках, у нее возникло ощущение, что она обретает форму. «Всплеск силы?» — подумала она. Разумеется, это определенно было пробуждение. Она слышала, что пробуждение дает шанс на новую жизнь, именно поэтому многие так надеялись на пробуждение в качестве охотников. Она пробудилась, когда ее полностью поглотило отсутствие Берри. Она задавалась вопросом, не было ли эта сила прощальным подарком от Берри. «Берри, ты, наверное, хочешь, чтобы я как можно скорее взяла себя в руки, да?» Мэйлин нашла для себя новую цель в жизни – выполнить желание Берри. Поэтому перед тем, как войти в очередные врата, она всегда говорила «Я вернусь, Берри». Досье 5. Новая встреча. Мэйлин пробудилась в качестве охотницы С-ранга, а в ее ранге не было ничего выдающегося. Секунду. А-ранг. Так она еще и переродилась потом, заново, второй раз. А в ее ранге не было ничего выдающегося, однако и слабой ее назвать было нельзя. Она несколько раз ходила в рейды, чтобы отвлечься от мыслей о потерянном друге.
Ей казалось, что если она не заставит себя что-то делать, то сойдет с ума. А потом настал день, когда она, как обычно, вошла во врата, и что-то было не так. По какой-то причине она ощущала тревогу. Некоторое время она бродила по подземелью, но так и не нашла ни единого монстра. Кто-то из охотников сказал, что слышал, будто встречаются подземелья, где нет никого, кроме камней сущности. Похоже, нам повезло, добавил еще кто-то. Однако Мэйлин, тихая пещера, по-прежнему не казалась безопасным местом. В этот... Так, секунду. Пещеры, в которых кроме камней сущности никого нет. А как же они тогда закрывались, врата, если босса не было там? В этот момент что-то острое оцарапало ей руку. Под сводами пещеры раздалось хихиканье. Вокруг загорелись красные глаза монстров, окруживших весь ударный отряд, включая ее. Кто-то крикнул «На помощь!». Охотники оказались беспомощны. Даже если у тебя С-ранг или Б-ранг, стоит на минуту проявить беспечность, и тебе конец. От страха ее глаза наполнились слезами. Она была до смерти напугана осознанием собственного бессилия. Еще минуту назад беззаботно болтавшие и смеявшиеся люди вокруг нее падали один за другим. «Помоги мне!» – прошептала Мэйлин. «У тебя получится, Мэйлин!» Она услышала непонятно откуда раздающийся голос, молодой и сильный. «Берри?» Она негромко произнесла имя своего дорогого друга, а потом услышала всплеск воды, и перед ней появился небольшой кот. Это совершенно точно был Берри. По какой-то причине Мэйлин почувствовала себя сильнее, чем когда-либо прежде. Она чувствовала, что может стереть в порошок любых монстров. И вот так кот и появился. Досье 6. Вечный спутник. Но это уже будет точно про кошака. После появления Берри многое изменилось. Подземелья стали даваться ей куда легче. Она стала использовать кошачью удочку, чтобы фокусироваться для призыва Берри, и несмотря на то, что они были вместе совсем недолго, Мэйлин и Берри действовали слаженно, как давние боевые товарищи. Почти обернувшийся катастрофой рейд в итоге завершился благополучно, и охотникам удалось уничтожить босса. После зачистки этих врат Мэйлин заново измерила свой уровень магии. Оказалось, что она пережила второе пробуждение и перешла из С-ранга в А-ранг. Ее сила невероятно выросла. После этого инцидента Мэйлин всегда призывала Берри, и он сопровождал ее, насколько ей позволял запас манны. Она понимала, что это призванное существо на самом деле не было ее котом, и что он не испытывает никаких эмоций. Но Берри, он навострил уши, когда она произнесла его имя, но даже не подумал обернуться, в точности так же, как это делал Берри. Мэйлин медленно подошла к нему и крепко прижала кота к груди. «Давай, отныне всегда будем вместе. Мой славный Берри, ты моя семья». Когда она пересекла море и отправилась во взрослую жизнь, ничто не придавало ей столько сил, сколько друг, всегда бывший рядом. Так получается, все-таки можно переродиться, если упорно качаться, подкачиваться. Но управление водой, призыв кошки, но она же вроде хил. Вода целитель. А что-то про лечение ничего в ее истории не было. Ну, да ладно. Итак, поехали в архив охотника, наконец-таки. А что это такое? Глава 5, глава 5. А, это сколько глав тут? Да, это то, сколько глав. Значит, возвращаемся к нашему убийце. Лига охотников Кант Хэсик. Полный сюжет о смерти во время рейда, развлечения. Если же вдруг я его уже читал и проходил, то уж извините, я не помню подробности, но поэтому хочу посмотреть. Поперли. Сюжет первый. Корейская лига охотников. Это здесь? Привет, я Кант Хэсик, новый сотрудник отдела надзора.
Буду рад с вами поработать. Да, взаимно. По глазам вижу, о чем он думает, и он так неловко улыбается. Как бы там ни было, с ним определенно что-то не так. То есть это вот тебя чутье сразу так окрылило. Второй сюжет. Рейд в его вкусе. Как оказалось, быть новичком в отделе надзора весьма и весьма скучно. Пока мы не начали, хочу кое с кем вас познакомить. Кан Тхейсик, пожалуйста, представься. Привет, я Тхейсик, новый сотрудник. Блин, у меня такая беззаботная морда здесь. Я буду наблюдать за вами и учиться у вас. Надеюсь, мы сработаемся. Как и следовало ожидать от отдела надзора, тут только сильнейшие охотники. И все же, энергия, которая сильнее моей. От Хесик начнется прохождение тренировки. Поскольку отдел надзора выполняет многие из ключевых заданий Лиги Охотников, ты должен быть всецело предан нашему делу. Тебе придется отправиться в рейд вместе с охотниками из Лиги. Хорошо, понимаю. О, Тхейсик, ты сегодня будешь помогать в рейде? Ага. Что ж, удачи. Что-то, по-моему, мне подсказывает, что я читал. Ну ладно. Раньше это было очень непросто, потому что в Лигу вступают только охотники низкого ранга. И вообще не напрягаются там особо. Нам не доплачивают за участие в рейдах. Спасибо за совет. Господин Учинчхоль, скорее всего, будет сопровождать тебя в первом рейде. Старайся не филонить, когда он рядом. Господин Учинчхоль – большая шишка в отделе надзора. Да, сэр. А к чему эти формальности? Мы здесь все свои. Я не из тех, кто требует, чтобы все по струнке ходили. Все по струнке ходили. Он из тех, кто не делает того, что ему говорят. Много болтает и плетет интриги на рабочем месте. Терпеть не могу таких людей. Но даже такие бестолковые люди бывают полезны. Здравствуйте. О, ты рано. Сегодня мы отправляемся во врата Деранга. Это не очень сложные врата, однако в нашей команде много новых охотников, которые пробудились лишь недавно. Тхейсик, тебе нужно лишь войти первым и проверить, насколько опасно подземелье. Сегодня я прослежу, чтобы с вами все было в порядке, но в дальнейшем вы будете действовать самостоятельно. Так что, если возникнут вопросы, спрашивай. Да, сэр. Убивать монстров в подземелье — скукотища. Может ли это подарить большое удовольствие, чем убивать людей? Нет, не больше. То есть мы пойдем за компанию. Показывай путь. Конечно. Ты неплохо держишься, учитывая, что у тебя почти нет Лига и в самом деле занимается в основном подземельями низкого ранга. Но не расслабляйся, с этого обычно неприятности и начинаются. Хорошо, я буду начеку. Да, здесь текст идет быстрее. Если вдруг я где-то не успею прочитать текст, то прошу прощения, ребята, пауза вам в помощь и можете посмотреть. Я сам буду пересматривать потом подобные моменты. Так, что тут, диалогов не будет? Да, но эти подземелья, они до жути скучные. А вот сюжетка, да, и это уже другой вопрос. Это уже гораздо интереснее. Да, смех у него что-то. Когда повседневное использование камней сущности вошло в... это обычная подсказка. Я думал, по нашей сюжетке подсказка будет. Так, это была вторая. Сюжет третий. Тут всего 4 их.
Опять подземелье. А, это поход, самостоятельный поход. Мне доводилось бывать в подземельях, но с отделом надзора я иду в первый рейд. Говорят, в Лигу охотников очень сложно попасть. Вроде как это все равно, что сдавать госэкзамены. Их надо было лучше учиться в юности, а я только и делал, чтобы дурака валял. Да чего он трепливый. Давно бы... Короче, походу, давно бы уже убил его. Так, это тот самый момент, когда он пошел и зарубил вот этого бедолагу. Или это еще до этого было? Нет, там было, в принципе, наш Сан Джин-Ву. Там весь наш старый отряд был, а не только этот дружище. Хотя нет, погоди, он бы его узнал, если бы его увидел второй раз. Да ну нет, там же у нас еще и бандиты были какие-то, и заключенные. Я так и знал, как и ожидалось, убивать монстров совсем не весело. Нет, нет, это не то. Плоть, срезанная со свежего трупа, медленно засыхающая кровь. Вот что доставляет мне удовольствие. Убивать людей куда веселее, чем монстров. Я с самого детства издевался над насекомыми и маленькими зверьками. Однако со временем мне это наскучило, я хотел большего. Я любил смотреть в глаза, полные страха, умоляющие меня о пощаде. Когда пытка достигала апогея, я даровал жертвам вечный покой и смерть. Это была моя священная церемония, моя симфония. Я был спасителем этих жалких людишек. Пора искать новую жертву. Да уж, вообще отшибленный отморозок. Так, это была третья. Сюжет четвертый. А, тут их 5. Никогда нельзя упускать возможность, которую сама что-то там. Дело плохо. Что-то не так? А, это ты. Помощник менеджера внезапно взял отпуск. Кажется, у его ребенка утром сильно поднялась температура. Он позвонил из кабинета скорой помощи. Но ведь ему сегодня на задание, он попросил меня его подменить, но у меня были другие планы. А что за задание? Да ничего особенного. До нас дошли сведения, что кто-то незаконно торгует оружием в подземелье. Незаконная торговля оружием? Если хотите, я могу этим заняться. А, чё? Ты серьезно? Ты еще новичок, и у тебя за плечами нет ни одного задания, и это может быть опасно. Так откуда у него задание появится, если он их не делает? Какой ранг у лидера ударного отряда? А, кажется, С, у остальных Д или ниже. Я охотник Б ранга, мне ничего не будет угрожать. И все же, это задание. Ладно, тебе чем-нибудь помочь? Я справлюсь, я прослежу, чтобы все прошло без проблем. Спасибо, видишь ли, у меня сегодня свидание вслепую. Если выгорит, я угощаю. Только не говори никому, что подменяешь меня, хорошо? Я скину тебе местоположение врат и данные об охотниках. Как и следовало ожидать, бестолковые люди бывают полезны. Значит, вот где продают оружие. Лидер ударного отряда имеет ранг С, а остальные Д. Это будет несложно. Эй, ты кто? Привет, я из отдела надзора Лиги Охотников. Отдела надзора?
Это не дает тебе права так бесцеремонно входить в зарезервированные нами врата. Я здесь, потому что до нас дошли сведения, что кто-то незаконно торгует оружием в подземелье. Я веду расследование. Какого? Эй, ты, за дело надзора, мы ничем не торгуем. Должно быть, это все происки другого отряда, который тоже претендовал на эти врата. Давай забудем об этом недоразумении и разойдемся. Это не мое дело, опусти оружие. О чем ты? Мы же в подземелье. Да, ты не понимаешь, я пришел, чтобы даровать вам тихую смерть. Да чем ты, черт подери? О том, что слишком поздно молить о пощаде. Странно, да? Чем больше услуг оказываешь, тем больше их принимают за данность. Что ж, вам так или иначе было суждено погибнуть. Так что начнем. Ты что делаешь? Ты разве не из надзора? Да, так и есть. А знаешь, почему я на них работаю? Потому что они выдали мне лицензию на убийство. Пожалуйста, не убивайте меня, я никому не скажу, пожалуйста. Ты знаешь, я всегда сначала убиваю болтливых. Так что заткнись. Буга-га-га-га. Пожалуйста, надо закрыть врата. Чем меньше улик, тем лучше. А причем, ну да, нам же надо этого убить. Нам же еще босяру надо типа убить, чтобы врата закрыли, чтобы никто ничего не спалил. Мишань, иди сюда. По-моему, тут от мобов вообще нереально умереть. Получается, это его были первые жертвы на этом посту. А сюжетка 5 это, наверное, его смерть. Хотя нет, это не смерть, это, скорее всего, то, как он убил наших друзей в подземелье. Так, сюжет 5. Вызывали? Расскажи мне о том, что произошло в подземелье и почему тебя туда отправили. Приказ пришел от господина Ким Дже Хуна. Он сказал, что планирует отправить меня на это задание. Серьезно? С каких это пор мы отправляем на задание новичков? Не знаю, он лишь обмолвился, что у него свидание вслепую. Боже, он совсем спятил. Ладно, как погибли охотники? К тому моменту, когда я прибыл в подземелье, чтобы проверить сведения о торговле оружием, охотники были уже мертвы. Похоже, они повздорили, у них было много режущих ран. Осматривая тела, я обнаружил незаконное оружие, которым они торговали. Почему подземелье было закрыто, хотя наши правила предписывают ничего не трогать на месте преступления? Как вы, наверное, знаете, эти врата были открыты слишком долго. В любой момент мог начаться прорыв подземелья. Я не мог оставить врата открытыми, это вменило бы мне в вину? Чего? Я не мог оставить врата открытыми, это вменили бы мне в вину. Ну, не допер, ну ладно. Да, ты не допер, вот я тоже. Врата были закрыты из-за опасности прорыва подземелья. Какого бы низкого ранга не были врата, прорыв может быть очень разрушительным. Понимаю. Дело будет закрыто в ближайшее время, а господину Ким вон тому вон будут применены дисциплинарные меры в соответствии с политикой компании. Вероятно, он будет уволен из отдела надзора. Ты глупый человеческое. Что ж, надо радоваться, что удалось использовать его хоть разок. Можешь уйти. Да, сэр. Все идет согласно плану.
Они умоляли о пощаде, не осознавая, что их ждет неминуемая смерть. Их боевой дух испарился, когда их сердца перестали биться. Как я и думал. Мне не интересно убивать монстров или им подобных. Интересно. Ну да, вроде мы это все-таки проходили в прошлый раз, ну да ладно. Пошли дальше. Наша подруга, у нее аж 8 глав. Принесенная жертва, обостренное чувство ответственности. Да, 8 сюжеток. Сюжетка первая. Повторить. С момента пробуждения прошло уже несколько дней, но я все еще не могу в него поверить. Бегать, не шевеля ногами? Конечно, я больше никогда не смогу соревноваться, но теперь меня ждет совсем иная дорожка. Ого, это точно дар. Нет обратной дороги, нет. Надо радоваться, что я вновь могу бегать. Точно, ты же у нас лодыжку сломала. За дело. Для начала мне нужно заглянуть в Лигу Охотников. Пусть оценят мой уровень манны. Ух, школа. Давненько я тут не была. Хейн, если ты продолжаешь бегать, то сделаешь только хуже. А если ты продолжишь? Все в порядке, тренер, я могу бегать. Не стоит себя перегружать. Нет, значит нет. Но я правда справлюсь. Дайте мне еще один шанс. Я видел, как ты бегаешь по стадиону, и как тренер я считаю, что должен остановить тебя, пока еще могу. Ну, пожалуйста. Было весело. Я иногда вспоминаю то время, когда прохожу мимо стадиона. Неплохо. Я получила новые силы. Надо сбегать в Лигу Охотников. Вперед! А это точно то место? Здравствуйте, вы пришли измерить уровень манны? Ага. Это ваше первое измерение, да? В таком случае, пожалуйста, заполните эту форму. О, кстати, большинство получают ранг С или Д, так что не расстраивайтесь, если вам выпадет такой ранг. Хейн, сюда, пожалуйста. Не будем тянуть. Положите сюда руку. Сотрудники Лиги Охотников немного обалдели. Впрочем, как и она тоже. Кажется, с устройством что-то не так. Думаю, надо будет потом провести повторные измерения. Вы не против? Когда? Сначала надо починить устройство. Сможете зайти через неделю? Фига себе у вас, ребята. Хорошо, конечно. Ты чего задумался? Сэр? Свяжитесь с начальством. Что? Девушка, которая только что вышла. 9-й охотник С-ранга. Странно. Если устройство сломалось, то как они собираются оценивать тех, кто придет после меня? Во, логика. Ладно, это не мое дело. Наверное, у них просто возникла какая-то накладка. Извините, дайте пройти. Простите, сколько примерно уйдет времени на то, чтобы закрыть только что обнаруженные врата? Что гильдия охотников думает о 8-м представителе С-ранга, только что улетевшем в США? О, это был... как его... Тонсу. Надо уходить, пока не набежало еще больше журналистов. Я передам ваши вопросы соответствующему отделу гильдии. Это ты у нас глава гильдии? В чем дело? Какое странное чувство, будто скоро загорится новая искра. Он со своими шутками. Сюжет второй. О, как Онхи, так и он же начальник. Лига охотников примет любое ваше решение, охотница Чхахейн. Хорошенько все обдумайте. Я никогда не думал об этом. Что мне делать? Какое решение принять?
И я вроде ничего не пропускал. Эй, кто вы? Кто я? Рад, что ты спрашиваешь. Позволь представиться. Меня зовут Хве Чонин. Я возглавляю гильдию охотники. Я бы хотел предложить вам присоединиться к нам. Даже не знаю. Не спешите, хорошенько все обдумайте. Мне не нужен ответ... мне не нужен ответ сегодня же. Что ж, в таком случае до встречи. Ну, в принципе, коротко и по делу. Это она? Вы стали 9-й пробужденной С-ранга в Корее. Чем вы теперь займетесь? Вы уже решили, к какой гильдии присоединиться? Вы знаете, что спровоцировало ваше пробуждение? Эй, полегче, ребят. Пэк Юнха. Говорят, он обалденный боец и быстро и легко проламывает броню, но у меня его еще пока нету, поэтому не знаю. Это Пэк Юнха из гильдии Белый Тигр. Не давите на нее, она не сможет ответить на ваши вопросы, даже если захочет. Так, тебя тоже нету, ты у нас вроде лучник или арбалетчик, или как тебя? Смотрите, это жнецы. Вы выбираете между двумя крупнейшими гильдиями? Я? Не ожидал, что вы так скоро со мной свяжетесь. Знаю, я сделал предложение раньше других, но охотники не самая крупная гильдия. Я живу неподалеку. И поэтому вы выбрали нас. Не, ну логично, что на автобус тратиться не надо. Но как бы там ни было, охотники рады видеть вас в своих рядах, Хейн. Для нас честь принять вас в свою гильдию. У вас найдется минутка обсудить условия? Да. Давайте по порядку. Мы хотим пригласить вас на должность заместителя главы гильдии. Че, вот так вот сразу, без знаний, без навыков, без опыта, без... Фига. А это нормально? Да, вот у меня такой же вопрос. Это нормально? Конечно, эту должность выдают всем охотникам С-ранга, но вы спрашиваете, потому что вас что-то беспокоит, так? Еще бы. Ну, я пока ни разу не была в подземелье. Поэтому мы и хотим вам помочь. Вас что-то не устраивает? Не-не, просто тут пахнет. Дурной запах. Фу. Неожиданно. Кто-то обосрался, бзнул, что ли? Как бы это объяснить? Мне кажется, так пахнут только охотники. Ну, пробужденные. Хорошо. Значит, все пробужденные пахнут одинаково, независимо от ранга? Кажется, чем выше ранг, тем хуже запах. Он был вполне терпим, пока ко мне не подошли два охотника из ранга. Тогда вонь чуть не сбила меня с ног. Может, они просто не мылись? Сомневаюсь, что этой вашей способностью хоть кто-то обрадуется. Точно, она же чувствует силу. Ёшкин свет. Вон она где. Думаю, вы правы. Ее можно расценивать как уязвимость. Раз у вас такое чуткое обоняние, вам нужно в первую очередь освоиться в подземельях. Начнем с подземелий низкого ранга. Буду рада с вами поработать. Буду рад с вами поработать. Так, сюжет 3. Целителя ранга Ю Союн не успел. Идем? Это не очень опасные врата, так что у нас не должно возникнуть проблем с этим подземельем. И все же будь осторожнее. Ага. Ого, с нетерпением жду возможности с тобой поработать. Вообще стоит не вдупляет. Не хочу ляпнуть чего-нибудь не в попад. Так что просто кивну.
О, надеюсь, ты не обиделась, что мы, охотники С и Д рангов, так сразу перешли на «ты». Не. Боже, я всего лишь пытаюсь проявить учтивость. Это же твое первое подземелье, а ты... Оу. Что, мы что, воняем? Если мы тебе так не нравимся, то зачем ты здесь? Ох уж эти охотники с ранга. Чонин такой же. Мы сюда не развлекаться пришли. Что происходит? Погодите, я... ребят. А? Это вот она, целитель. Сегодня у нас простой денек, так чего вы так напряглись? Она просто нервничает, потому что первый раз попала в подземелье. Верно я говорю, Хей? Слушайте, конечно, она охотница с ранга, но она еще и человек, так что не удивляйтесь, что она вам не отвечает, она просто волнуется. Эй, зачем тебе этот платок? Мы что, воняем? Это не... А сама ты типа благоухаешь. В подземельях, знаешь ли, потеют. Серьезно, вы бы хоть понюхали себя. Опять-то за свое. Я просто хочу, чтобы мы поладили. У нее больше всего за все время, что я видел. Думаю, они это не специально. Каким бы ни был твой ранг, ты все еще новичок. Пока не научишься контролировать силы, можешь кому-нибудь навредить. Некоторые настолько боятся подземелий, что впадают в панику. Ребята уже такое видели, поэтому они немного на взводе. О, совсем забыла. Я Ю Сойон. Целитель. В основном я хожу в подземелье Д ранга. Сама-то я А ранга, но меня назначили главой по подземельям Д ранга, чтобы свести к минимуму травмы на работе. А еще я сегодня буду тебе помогать. Рада познакомиться, Эйн. Взаимно. Впрочем, вряд ли после сегодня ты еще куда-нибудь пойдешь в подземелье Д ранга. Ну что ж, я все равно буду рада с тобой поработать. Так, а теперь у нас подземелье. Это скелетики воняли? Или что так сильно воняло-то? Куда ж ты саблю-то машешь? И что, за все подземелье ни одного диалога, что ли? Здорово, рыцарь, не жить. Ого, недурно для первого раза. Как и следовало ожидать, охотники с ранга выше нас на целую голову. Я не думаю, что... Как тебе рейд? Оправдал ожидания или не особо? Похоже, тут нужно уметь думать на ходу. Вообще было непросто. Правда? Ничего, привыкнешь. И все же, будь начеку, расслабишься и мигом превратишься из охотника С-ранга в обычного человека. Буду иметь в виду. Сегодня ты впервые столкнулась с нежитью, но прекрасно с ней справилась. Мне стало не по себе, когда они вдруг ожили. Понимаю, старайся запомнить повадки монстров, с которыми сталкиваешься. Это поможет тебе разработать стратегию борьбы с ними. Спасибо. Не за что. Вряд ли мы скоро увидимся, но надеюсь, это был не последний наш рейд. Ага.
4-й сюжет. Сколько рейдов назад это было? Туда... Кажется, там опасно. Я думала, что уже давно ко всему привыкла, но это до сих пор тяжело. Особенно если учитывать, что тут важна тактика. Уверена, что наш тогдашний разговор очень мне помог. Что? Неважно. Ладно, надо сосредоточиться. Я справлюсь. Нужно быть начеку. Так что, опять мишек переметелить? Здорово, пещерная мишка. Тут опасно. Кто-нибудь, помогите. Откуда кричат? Оттуда? Все кончено? Моя рука! Мне досталось из-за Хейн. Нет, Хейн, нельзя нападать на союзников. Другие охотники слабее тебя. Но я лишь хотела помочь. В смысле, что произошло? Слышал новости. Мне очень жаль. Все в порядке. Охотники С-ранга часто допускают ошибки, когда учатся контролировать свои силы. Поэтому я и попросил назначить тебя в подземелье почаще. Со временем ты поймешь, на что способна. И осознаешь разницу между охотниками С-ранга и обычными пробужденными. А потом тебе лишь останется выработать свой стиль боя. Иного я от тебя не жду. Надеюсь, мы скоро вновь сразимся плечом к плечу. Я до сих пор не знаю, какой боевой стиль выбрать. С Сайон я почти не допускал ошибок. Я лишь хотела, чтобы все вернулись в подземелье в целости и сохранности. Как тогда? Интересный случай. Так, 4-й был. 5-й сюжет. Ошибки и неудачи. Ошибки, допущенные в подземелье, чего-то там, как-то. Хейн, ты справишься одна? Да, пожалуйста, отойди. Когда в ударном отряде охотника С-ранга ненужных смертей быть не должно. Они сказали, что тут только лучшие из лучших, но когда я вспоминаю о том, что произошло в тот раз, пожалуй, будет лучше, если я буду драться одна. Теперь у нас големчики. Было нежить, теперь големы. Надо со всеми видами что-то драться будет. Да, големчики пожирнее. Охотники С-ранга — это нечто. Точно, глава гильдии уделывает монстров одной левой. Эффективно ли я сражаюсь? Больно. И чё ей больно?
Ты в порядке? Похоже, даже охотников С-ранга можно ранить. Ага, похоже, я рано расслабилась. Да, похоже. О, прости, но мне кажется, целителям надо сначала обрабатывать раны других охотников. А поговаривают, что охотники С-ранга умеют регенерировать. Да, хорошо. О чем я и говорю, охотники С-ранга совсем на нас не похожи. Конечно, с главой гильдии проще, он следит, чтобы с ним ничего не случилось. Мне просто не хватает опыта. И все же, охотники С-ранга здорово отличаются от обычных, идеальные бойцы. Точно, поэтому с ними все так и носятся. Вот значит, чего люди ждут от С-ранга. Сложно защищать кого-то и одновременно принимать на себя удары. Но в этот раз мы отделались лишь пару царапин. Я единственная, кому пришлось принести такую жертву. Что-то она загоняется, по-моему. Так она чувствует только своих по запаху охотников или же чужих тоже? Так, 6-й сюжет. Глава гильдии на месте? Сейчас узнаю. А секретарь не отвечает. Наверное, его сейчас нет. Хорошо, понимаю. А, Хейн. Ого, сколько лет, сколько зим, как поживаешь? Неплохо во всех отношениях. Я слышал о тебе только хорошее. Говорят, ты спасла кучу охотников. Ну, не то чтобы кучу. А, точно, я преувеличиваю. И все же, слухи не врут, да? Все благодаря твоей помощи в том первом рейде в подземелье. О, да ладно тебе, подумаешь, это же были совсем азы. Верно, но именно благодаря им я смогла привыкнуть зачищать подземелья. Буду этим гордиться, но у меня дела. Было бы интересно послушать, как ты справлялась все это время. Но тут кое-кому нужна помощь. Мне надо бежать. Все нормально. До встречи. Да, точно, еще увидимся. Пока. Как жаль, мне бы и не помешала дружеская беседа. Впрочем, может, оно и к лучшему. Все столько ждут от охотников С-ранга. Есть свободные охотники? У нас чрезвычайная ситуация. В чем дело? Хейн, в соседнем городе прорыв подземелья. Я готова. Куда мне? Куда? Вон туда. Так, 7-я. Что дает жертва? Хейн возвращается в гильдию охотники и чего-то там. Уф. Запах манны и едкий дым. Похоже, тут произошло крупное сражение. За дело. Опять не жить. Так, ну с этой нежитью мы разобрались. Тут будет большая нежить.
Офигеть, он контролит. Готово. Я уже имела дело с нежитью, так что было несложно. Осталось только эвакуировать раненых. Я могу достать тех, кто попал под завалы. Прости, ты в порядке? Я не вижу поблизости целителей. Вставай, тебе придется идти, чтобы я смогла тебе помочь. Хейн? О, Саян. Ты в порядке? До меня только что дошли новости. Ты не ранена? Я в порядке. У меня ведь S-ранг. Но это не важно. Будь осторожней, если не хочешь пострадать. Но до сих пор все... Не бери на себя слишком много. Ты не просто так ходишь в рейды с ударным отрядом, а не в одиночку. Или ты забыла, рассеянный охотник S-ранга ничем не лучше обычного человека. Это правда, но... Боже, ранги всего лишь показывают, насколько сильна твоя манна. Мы не роботы. Все совершают ошибки, и даже опыт не всегда спасает, но будь к себе не будьте себе такой строгой. Избегайте необдуманных действий. Спасибо. Я все еще не привыкла к этому. Монстров не видно, значит, пора искать раненых. Да что ж ты, извиняюсь. Думаю, нам лучше разделиться и осмотреться. Отличная идея. Ты иди туда, а я сюда. О нет, под завалами много людей. Я помогу. Ты в порядке? Как больно. Я приведу помощь. Хватайся за меня и попробуй подняться. О, спасибо, плачет. Мне казалось, что... Ах, Хейн, там монстр, затем... Чего? Проклятие, он слишком близко. Нам его не обойти. Нет. Так, а это случаем не скелет сейчас в вас встал? Нет, это кто-то другой. Хейн, ты в порядке? Что происходит? Я же говорила, не расслабляться. Сайон? Я успела как раз вовремя. Я рада, что с тобой все в порядке. Я правильно понял? Это Сайон ее закрыл от удара? Я счастлива, что смогла защитить тебя, Хейн. Ты же выиграешь, да? Ты должна это сделать, Хейн. Подожди немного. Хорошо, защити их, все в порядке. Ты не идеальна. Я знаю, но... Держись. Еще немного. Тебе еще столько нужно мне рассказать. Да, конечно, я не смогу так с интонацией читать, как это делают, блин, в анимехах, но тут-то был бы прям такой плаксивый момент. Ну точно, этот хрен встал. Серьезно, он успел под землю зарыться? Система способствует развитию избранного игрока. Тут я смотрю, как-то сразу он упал, он же должен второй раз сюда встать. Так, последний сюжет. Прекрасный день, да? Ага, только что, по-моему, Хила потеряли. Разве? Конечно. Сегодня ты станешь настоящим заместителем главы гильдии охотники. Но не улыбайся, если не хочешь, но и постарайся, чтобы остальные не чувствовали себя неуютно. Теперь это твоя ответственность. Хей? Ага. Сюда, поднимитесь на подиум.
Ага. Уважаемые члены гильдии охотники, начиная с этого дня наш второй охотник С ранга Чхахейн будет исполнять обязанности заместителя главы гильдии. Давайте все вместе поздравим ее с успешным прохождением нескольких подземелий и прорывов. Заслужила ли я эти аплодисменты? Лишь одна из них видела во мне человека, а не охотника С ранга. Но я не смогла ее спасти. А теперь твоя речь. Но если она сейчас опять ляпнет, ага. Я сделаю все возможное, чтобы никто не погиб. У меня на глазах... У меня на глазах и все? Да. Ну, значит, и все. А дальше мы уже видели, что случилось. Так, следующий, дружище, это Ким Чхоль. Гильдия Белый Тигр. Надменность против самоуверенности. Ответственность. Так, у тебя 5 сюжетов. Сюжет первый. Я слышал, что будет участвовать... я слышал, он будет участвовать в этом рейде. Ух ты, не могу поверить, что он в итоге стал охотником. Похоже, если тебе суждено по жизни быть победителем, то так будет. Так шумно, сколько народу. Только и делают, что болтают. Получается, на сей раз я здесь единственный охотник ранга. Какая тоска. Я надеялся, что все изменится, когда я стану охотником, но я по-прежнему нигде не вижу никого, кто мог бы соперничать со мной на равных. Так, чувак, тебя до сих пор только это и волнует? Можно точно так же не напрягаться, как и когда я был спортсменом. В любом случае, я скоро пробьюсь наверх. Да иди с монстрами побеседуй. Так, вы все новенькие охотники гильдии Белый Тигр. Приятно познакомиться. Меня зовут Солин. Я менеджер Лиги Охотников. Моя задача помогать новым охотникам. Однако, по всей видимости, на сей раз мне не о чем беспокоиться. Думаю, вы все покажете хороший результат. Разве что. А куда она смотрит? Занятно. Знаю о таких охотников. Они свято верят в то, что из-за их силы весь мир им обязан. Ну что ж, удачи. Буду с нетерпением ждать известия о ваших успехах. Она не может свести с меня глаз. А такая же, как и все остальные здесь. Как водится, я в центре внимания. Как же мне это надоело. И это все команда? Да, для зачистки врат хватит. И опять, я единственный охотник ранга. Все как обычно. Ладно, тогда заходим. Хорошо, уверен в своих силах. Не надо задавать мне дурацких вопросов. Буду с интересом ждать, как ты себя покажешь, Ким Чхоль. Да, он реально любит зазнаваться. Ну, неудивительно, что он так отъехал в итоге. Причем так обидно. Ну и я бы сказал, даже максимально глупо он помер. Да, но вот то, что он медленный, это точно. Но, по-моему, судя по его броне, его вообще нереально было тут пробить.
Да, за счет щита и на него и дебафы не работают. Да уж, Ким Чхоль нереально крут. Он новичок, но у него ранг настоящий монстр. Я слышал, что ты был особенным еще до того, как стал охотником. Для меня честь участвовать с тобой в одном рейде. Все, как я и ожидал. В самом деле. Да, мне не стыдно показывать вас в главе нашей гильдии. Главе гильдии? Глава гильдии здесь? Успокойтесь, успокойтесь. Вы же не в первый раз заходите во врата. Я здесь просто в качестве наблюдателя, так что не нервничайте. Что более важно, мне тут рассказывают интересное. Похоже, ты главная звезда этого рейда. Это не так. Да ты еще и скромняга. Немного погордиться иногда не... немного погордиться иногда не вредно. Я вот, например, однозначно горжусь тем, что смог привлечь тебя в гильдию. Это Пэк Юнха, глава гильдии Белый Тигр. Вот он тут точно отличается от всех, кого я до сих пор встречал. Рад это слышать. Я сделаю все, чтобы не обмануть ваших ожиданий. Ты уже делаешь немало? Не хочу оказывать на тебя давление, просто делай то, что обычно делаешь. Не беспокойтесь, я и в дальнейшем буду показывать такие же результаты. Да, зазнаваться он до удри любит. Так, сюжет 3. Лидерство, старший инспектор, кого-то там, чего-то там, с кем-то там, как-то там. Тараканы, тараканы. Что-то сплэш вообще маленький. Ну да, босса муравьев. Почему бы нет? Что думаете, сэр? О чем? О следующем рейде. Как насчет того, чтобы назначить Ким Чхоля лидером? Лидером? Но ведь ему еще не достает опыта. Опыт можно получить в процессе. У меня есть сомнения. Индивидуальные боевые качества и лидерские навыки — две разные вещи. Понимаю, но я уверен, что у него получится. Потому что Ким Чхоль жаден. Ну, в принципе, да. Ну, лидером его никак нельзя ставить. Такое наплевательское отношение. Тот лидер, который не понимает тех людей, кого он ведет, это хреновый лидер. Подлый лидер отряда. О, это, по-моему, про нас. Да.
Кимчхоль, это Чу Санчан, старший инспектор. А по какому поводу можно звонить в такой час? Ты же знаешь, что я всегда был на твоей стороне, так? Да, я в курсе. Так вот, думаю, что могу предложить тебе хорошую возможность проявить себя. Возможность? Да, в следующий рейд тебя назначают лидером отряда. И? Ты ведь, наверное, и так этого ждал, не так ли? Я бы на твоем месте точно ждал. Кроме меня никого на эту роль не годится? Естественно, ждал. Если он не идиот, он должен понимать, что гильдия должна предоставить мне достойный статус. Иначе лишиться охотника ранга. Я реально самовлюбленный мудак какой-то. Именно поэтому я хочу, чтобы ты отработал на отлично и предложил твою кандидатуру напрямую главе гильдии. Понял. Наконец-то достойный вызов. Я слышал, что есть еще гильдия, возглавляемая охотником Аранга. Она вроде бы называлась Рыцари. Но ничего, уже скоро я создам свою собственную. Да, это, конечно, странное тело. Господин Ким, это ваш первый рейд в качестве лидера отряда. Как вы себя чувствуете? Расскажите нам, о чем вы думаете? Каково это так быстро подняться до лидера отряда? Если я буду трепаться перед рейдом, это нарушит мою концентрацию. Нифига, блин, жестко отмазался. Пожалуйста, скажите хотя бы пару слов, а он тебе уже целое предложение выложил. Идем? Гоблины, гоблины. Да, конечно, он, дядя, очень толстый. Но, в принципе, и щиты неплохо пробивает тоже. Что происходит? Сэр, по-другому точно никак нельзя. Нас так здесь всех убьют. Это катастрофа. В первый раз вижу столько волн монстров подряд. 15 человек уже ранены. Сражаться еще могут максимум 5, и это включая меня. Я же говорю, хреновости лидер отряда. Сэр, Кимчхоль, мы точно не можем действовать как-то по-другому. Они так и так не выживут. Защищать их — только зря тратить время и силы. У нас много раненых. Один охотник А-ранга ценнее более чем полудюжины охотников Б-ранга. Не зачистить подземелье будет унизительно. Значит... Вы куда, командир? Кимчхоль? Я использую их в качестве приманки и сам пойду и убью босса. Это, конечно, подземелье Б-ранга, но босс, который использует столько помощников, наверняка очень слаб. Неприятно, конечно, но слабые для этого и существуют, чтобы чтобы быть расходным материалом. Такова их судьба. Да, это, конечно, редкостная тварь. Взгляды у него, конечно, не человечьи. От слова вообще. Как вы еще после этого с гильдии не выперли?
О, на этом закончилось, да? Ладно, давай посмотрим, что дальше было. У нас тут остается еще 4. Пятый сюжет. А? Где тела? Похоже, они каким-то образом ухитрились выжить, пока я убивал босса. Это Ким Чхоль. Он выходит. Правда ли то, что рассказывают раненые? Вы в самом деле бросили свой отряд? Мне кажется, произошло недоразумение. Врата непредсказуемы, никогда не знаешь, с чем столкнешься внутри. Я поступил так, как счел правильно в сложившейся ситуации. Никто не погиб, раненые есть, но подземелье зачищено. Не будьте к нему слишком суровы, он в первый раз выступал в роли лидера отряда, и в целом рейд прошел успешно. Вы в самом деле так думаете? Кто? А это вы из Лиги Охотников. Ким Чхоль, вы в самом деле считаете, что человек, использовавший раненых бойцов своего отряда в качестве приманки, обладает нужными качествами для лидера? Когда ты находишься в подземелье... Да, в чем проблема? В подземелье выживает сильнейший. По-моему, я сделал правильный выбор. Репортеры, я закрыл врата и обошелся без потерь. Кое-кого из бойцов ранило, так что я оставил их позади. Но не убей я босса, погибли бы все. Что скажете на это? Я уверен, что сделал правильный выбор. Да, типичное тело. Так, ну что ж, на этом, пожалуй, эту серию мы закончим. Сразу же начнем следующих вот этих вот 4 ребят. В противном случае эта запись получится на очень долго. Ну, надолго я с вами не прощаюсь. Удачи, ребята, в игре и реале. Так что до скорых встреч.